Кураторы Межзвездного союза передали через универсального контактера Ирину Подзорову информацию о том, как отличить духовное пробуждение от тревожного расстройства. По их данным, это два совершенно разных состояния, и хотя симптомы редко бывают похожи, иногда чрезмерно мнительные люди принимают проявление пробуждения за психические отклонения и обращаются к врачам. И это правильно. Сначала стоит убедиться, что серьезных причин нет. Если врачи подтверждают здоровье, можно быть уверенным, что это лишь проявление повышающихся вибраций и открывающихся способностей. В земной медицине и психологии тревожные расстройства, панические атаки и психозы принято рассматривать как нарушение биохимии мозга. Однако в хрониках Межзвездного союза человек описывается как многомерная структура, где физическое тело — лишь один из уровней проявления духа, а сознание и энергия играют ключевую роль в формировании состояний. С точки зрения этих знаний, тревожное расстройство и духовное пробуждение имеют разную энергетическую природу, хотя внешние телесные симптомы иногда могут быть похожими. То, что на Земле называют паническими атаками или хронической тревогой, часто связано с процессами энергетической атаки или с оттоком энергии. Кураторы Межзвездного союза объясняют, что деструктивные плазмоидные цивилизации, сущности тонкого плана, питаются энергией страха. Они находят человека с ослаблениями в энергетическом поле, которые формируются через длительное уныние, обиды, подавленные эмоции или постоянное ожидание опасности. Через такие пробоины устанавливается энергетическая привязка, по которой в поле человека впрыскиваются импульсы, вызывающие иррациональный страх, учащенное сердцебиение и состояние паники. Цель этого воздействия — спровоцировать выброс жизненной энергии, которой эти сущности питаются. Также тревожные состояния могут быть связаны с внутренними энергетическими блоками. Блокировка первой корневой чакры проявляется как страх за выживание, потеря опоры и ощущение небезопасности жизни. Блокировка шестой чакры отражается в навязчивых мыслях, страхе будущего и ментальном хаосе. В таких состояниях человек чувствует истощение, сжатие, желание спрятаться или исчезнуть. Сознание сужается до точки боли и страха, а вибрации энергетического поля понижаются. Духовное пробуждение, напротив, представляет собой процесс восстановления связи воплощенной души с ее высшим «я», той частью духа, которая остается в духовном мире. По информации, переданной через Ирину Подзорову, этот процесс связан с повышением вибраций духовного сердца. Человек начинает ощущать безусловную любовь, глубокое чувство единства с миром и присутствие Творца во всем сущем. Даже если в теле возникают непривычные ощущения, связанные с перестройкой, в глубине сохраняется устойчивое фоновое состояние радости, смысла и внутреннего покоя. Это состояние воспринимается как расширение, а не как сжатие. В период квантового перехода, который сейчас проходит Земля, физические симптомы могут быть схожими у разных людей. Вибрации в теле, жар, звон в ушах, изменение сна. Это связано с адаптацией организма к новым энергетическим условиям. Однако реакция сознания при тревожном расстройстве и при пробуждении принципиально отличается. Галактические психологи, представители Межзвездного союза, изучающие психологию землян, выделяют несколько ключевых критериев различия. Первый критерий — отношение к страху. При тревожном расстройстве страх парализует, кажется реальным и всепоглощающим. Человек чувствует себя жертвой обстоятельств или внешних сил. При пробуждении страх может возникать как телесная реакция, но наблюдатель внутри остается спокойным. Человек осознает себя бессмертным духом и понимает, что на глубинном уровне ему ничего не угрожает. Второй критерий — источник мыслей и внутренних голосов. При деструктивном контакте или патологическом состоянии мысли носят агрессивный, унижающий или пугающий характер, могут приказывать, требовать подчинения или вызывать желание разрушения. Это признаки подключения сущностей, питающихся страданием.
Истинный контакт с высшим «я» всегда спокоен, уважителен и ненавязчив. Он не нарушает свободу воли и направляет человека к любви, ясности и созиданию. Третий критерий — вектор внимания. При тревоге сознание зациклено на себе, на собственных симптомах и страхах. При пробуждении внимания постепенно смещается к ощущению единства с миром. Появляется естественное желание помогать другим, служить, творить и делиться. Четвертый критерий — эмоциональный фон. Тревожное состояние сопровождается резкими перепадами от паники до апатии, ощущением враждебного или пустого мира. При пробуждении даже в сложные периоды сохраняется тихая внутренняя радость и доверие Вселенной. Негативные эмоции растворяются в осознанности и не удерживаются надолго. Если возникают сомнения в своем состоянии, кураторы Межзвездного Союза рекомендуют несколько шагов. В момент страха важно не бороться с ощущениями, а занять позицию наблюдателя, напоминая себе, что это лишь энергия. Спокойное внимание ослабляет любые деструктивные процессы. Полезно обращаться к высшему «я» с внутренним вопросом о происходящем, доверяя первому спокойному отклику. Направление энергии любви на источник состояния также является точным тестом. Деструктивные влияния не выдерживают высоких вибраций, а процесс пробуждения при этом гармонизируется. Важным остается и заземление. Простые физические действия помогают сбалансировать высокие энергии и сохранить связь с реальностью. Главный критерий истины, переданный через духовных кураторов проекта Кассиопея, — это любовь. Все, что ведет к страху, разделению и несвободе, является иллюзией или болезнью духа. Все, что ведет к целостности, покою и ясности, есть путь пробуждения.